Я сейчас буду пить вино, которое стоит 500 евро. У нас здесь очень много скотного двора. Я пью красное вино с белой рыбой. Вино за 500 евро. Почему оно столько стоит и стоит ли оно того? Шел второй час нашего обеда. А если вы пойдете в ресторан высокой кухни, то там может быть и 10 блюд. Господи, как это вкусно! Почему французы не едят круассаны каждый день, зато спокойно пьют вино из коробок? Повторяем рецепт французской кухни у себя дома. Вообще, багет сюда подошел бы хорошо. Ну, Куда еще багет? он бы разбавил. У меня есть багет. Невероятно вкусно. Я не знаю, как это просто еще... У меня все закончились слова. Ой! Я не знаю, как можно жить рядом с этим и не весить 180 килограммов. Остальное все мне ясно. Но мы сюда еще вернемся. За что французов называют гурманами, а их кулинарию внесли в список ЮНЕСКО. Утонченная кухня или еда, от которой жиреют – это Лион. Вкусный ли он? Гастрономический обзор и рецепты от Минвина. Привет, это Минвин, Министерство вина. Канал о самых интересных путешествиях, потому что они всегда с бокалом, иногда даже вот с таким. Меня зовут Юлия Макарова, и я во Франции. Сегодня буду разбираться, как же стать настоящим гурманом. Досмотрите это видео до конца, и тогда вы узнаете, как есть много, вкусно и, главное, не толстеть. Если вы захотите поесть во Франции часа в 4 дня, вы останетесь голодными. Да-да, потому что здесь завтракают, обедают и ужинают четко по расписанию. В другие часы рестораны и кафе просто закрыты. Коль, а куда мы идем так рано? Ну, как рано? Мы идем в булочную, конечно же. Это первое, что вы делаете каждое утро, да? Не каждое, а когда не нужно рано вставать на работу. Суббота, воскресенье, праздничные дни, да. Мы идем в буланжери. Если вы такой же хлебобулочный маньяк, как я, то вам придется не сладко. В смысле, наоборот, слишком сладко. Вот каким должно быть стоп-слово, чтобы перестать это есть? Напишите свой вариант в комментариях. Булочки, пироженки. И вот это вот все заверните мне все. Вот пен с шоколадом, говорят. Ну, ничего особенного, у нас слоеная булочка. Ну, кстати, этот пан у меня восторгов не вызвал, в отличие от лионской бриоши. Это сдобная булка, в которой много, очень много сливочного масла, а еще лепестки миндаля, фундук и розовая карамель пралине. Бонжур. Нам нужно взять только багет, и это очень сложная задача. Скорее всего, мы возьмем не только багет. Будем честными, но еще и бриош. И хватит. Может быть, еще что-нибудь возьмем. Я не могу. Но мы сюда еще вернемся. Мы должны сюда вернуться. Я хочу Потом? здесь жить. A few moments later. Блин, капец, как вкусно. Ну, во-первых, это вот прям с пылу с жара. Она супер свежая. Во-вторых, она правда похожа на наш пасхальный кулич. Я не знаю, как можно жить рядом с этим и не весить 180 килограммов. А теперь шок-контент. То, что все французы едят круассаны каждое утро, это на самом деле миф. Их завтрак на максималках – кофе или стакан сока, в лучшем случае в прикуску с багетом. Последние они, кстати, очень часто вообще жуют на ходу. У меня есть багет. Я видела, что французы так прям едят багет. Вот прям идут и едят багет. Мы сейчас тоже будем идти есть багет? А в осинниках так не делают? Делала. Когда была маленькая, ходила за булочками майскими в соседний магазин. Ну, естественно, булочки до дома не всегда доходили. Есть подозрение, что вот это вот все у нас тоже не сразу, не все дойдет. Первое, что решила посмотреть в Лионе, это, конечно, винодельня. Ведь рядом с городом долина реки Роны, ее северная часть. Здесь производят в основном вина из Сиры. Вы могли слышать такие названия, как Котроти, Сен-Жозеф, Карнас, Эрмитаж, Крос-Эрмитаж. Это все здесь. Вот Рона, на той стороне холмы и виноградники, на этой стороне холмы и виноградники, а вот там вдалеке уже Альпы. По легенде, в 13 веке один рыцарь, вернувшийся из крестового похода, обосновался на этом холме с видом на Рону. В честь него и назвали место Эрмит. С французского переводится как «отшельник». Так появился Эрмитаж. Здесь на одном участке можно
увидите вот такую вот, смотрите, какие лозы, очень старую лозу, 30-35 лет, и вот такую совсем еще молодую, ей лет 5 всего. Дело в том, что здесь просто вообще не выкорчевывают и не пересаживают виноградники. Вот растет и растет. Если что-то там вдруг какая-то лоза погибла, ее просто меняют на новую, и таким образом виноградник постепенно обновляется. Здесь я познакомилась с Жюльет, которая показала мне самые невероятные пейзажи этих мест. С этой точки мы видим большую часть апелласьона Эрмитаж. Это южная часть холма. На другой стороне уже Кросс-Эрмитаж. Отсюда хорошо видно, что на холме 4 участка с разными почвами, которые формировались в разные геологические периоды. Гранит на западе, скалы внизу, разрушенный почти до песка гранит наверху, а в середине мало виноградников, там старые русла Роны и много гальки. За счет этого вина с разных участков одного и того же холма получаются разными и продают их под разными названиями. Представляете? Все лозы принадлежат винному дому Шапутье. Им сейчас руководит уже 7-е поколение семьи. Здесь я попробовала 13 вин. Неплохая дегустация, согласитесь. Сейчас покажу те, которые мне запомнились больше всего. Итак, я сейчас буду пить вино, которое стоит 500 евро. 50 тысяч рублей за бутылку. Скотинка у нас. У нас здесь очень много скотного двора. Это 100% сира. Виноград для этого вина собирают с лоз возрастом 65 лет. Это одно из самых популярных и титулованных вин хозяйства. Оно несколько раз получало 100 баллов, высшую оценку от именитого винного критика Роберта Паркера. Это очень сложно сделать. Думаете, оно стоит таких денег? Итак, у нас здесь и кожа, и мясо, и потное седло. А во рту костер. Ой, какой шашлык во рту. Шашлыки все берем. И 500 евро за бутылку. Вот это будет самый вкусный и самый дорогой шашлык в вашей жизни. Это вино очень сложное, комплексное. Пью его и сама себе завидую. Вот бы такое мне на винную медитацию. И если готовы скинуться, принимаю заявки. А теперь объясняю, почему местные вина такие дорогие. Обычно вне сезона нам нужно 9-10 человек, чтобы обрабатывать лозы Эрмитажа. Для сравнения с таким объемом во Франции справляется 2 человека. Нам требуется больше людей, потому что из-за сложного рельефа мы не можем использовать технику. А в сезон сбора ягод мы нанимаем 80 и даже 100 человек. Красные вина с этого холма так и называют Эрмитажами. Питер, привет! Они такие строгие, мощные, концентрированные настолько, что в 19 веке их добавляли в вина Бордо и Бургундии, чтобы улучшить цвет и структуру. Так появился даже специальный термин – эрмитажирование. Это красное вино пахнет красным мясом. Прям тартаром. Прям свежим. Ой-ой-ой. А какое тонинное, точно мясо сюда надо. Причем какого-то серьезного мяса. И баранину, мне кажется, можно, и ягненка сюда. Говядина сюда хорошо пойдет. Вот это вот вино с такими тонинами можно покупать себе и кому-нибудь либо дарить, или себе в погребочек. Потому что оно прям такое серьезное. Его можно выдерживать и дальше. Если вы хотите сэкономить, берите вина с соседнего склона. Там уже апелласьон Кросс-Эрмитаж, который дает напитки чуть попроще и подешевле. Вот отсюда мы видим сначала Эрмитаж, а потом резко обрываются, и мы видим только Кросс-Эрмитаж. У нас сира, а значит у нас черный перец в бокале. И черная вишня. К этому вину отлично подойдет тартар из говядины с обилием специй, чтобы справиться с таким ярким вином и его тонинами. Напишите в комментариях, с кем и почему вы бы хотели попробовать это вино, а я выберу самые интересные варианты, и его автору вышлю бутылку в подарок. Пересылайте это видео друзьям, пусть тоже участвуют в конкурсе. Пить-то все равно вместе будете. Лайк и подписка обязательно.
Во Франции сложная и строгая система апелласьонов. Это значит, что на конкретном участке можно выращивать определенный сорт винограда, применять разрешенные технологии, например, ограничивать урожайность, использовать какие-то препараты. Все это сложилось исторически. И точно так же французы заморочены на еде. Представьте, еще в 13 веке парламент принял постановление, которое определило, сколько есть за обедом. С тех пор почти ничего не поменялось. Закуска, 2 вторых, десерт. В общей сложности не менее 4 блюд. У нас положено, чтобы трапеза начиналась с закуски, потом рыба или мясо, а может быть и рыба, и мясо, потом еще десерт. А если вы пойдете в ресторан высокой кухни, то там может быть и 10 блюд. На такой ужин вам понадобится очень много времени, часов 5. Так и нельзя ничего сейчас менять, ведь гастрономическая трапеза французов внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Хотя иногда так хочется просто перекусить. Вот вы бы смогли так заморачиваться каждый день с едой? Напишите в комментариях. Обед во Франции начинается рано, в полдень. Неудивительно, они ведь совсем не завтракают. Наш обед на винограднике растянулся на 2,5 часа. Шел 2-й час нашего обеда. И дегустирование. Прям с каждым глотком чувствую, как становлюсь все больше француженкой. Не могу сказать, что французская кухня диетическая, много масла и других жиров, но порции миниатюрные, так что даже 4 подачи можно в себя вполне уместить. У меня здесь антре, как говорят французы. Ну, что-то типа нашей закуски или салатика. Так вот, у меня здесь яйцо пашот, цукини желтого цвета, авокадо и какое-то мясо, что-то типа там колбасных каких-то изделий. После рассказов о том, как французы чтят свои кулинарные традиции, я была уверена, что они в вопросе сочетания еды и вина страшные консерваторы. Как же я удивилась, когда Жюльет посоветовала мне попробовать тартар из говядины с белым вином, а мою белую рыбу предложила запить красным. Это вообще законно? Рыба у меня, хотя и белая, но она приготовлена очень в таком изобилии специй. И гарнир очень яркий. Поэтому есть у меня подозрение, что это блюдо будет хорошо сочетаться даже с красным вином. Много разных овощей. Перчик есть. И лучок маринованный. Я пью красное вино с белой рыбой. И мне не стыдно. Мне вкусно. Французские блюда – это всегда невероятное сочетание множества разных вкусов, ароматов, текстур, температур и, конечно же, обилие местных продуктов. О, Господи, какой фондан, боже мой. Господи, как это вкусно. Ой, ребят, это вообще, это невыносимо вкусно. Я в своем познании настолько преисполнился, мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От созерцания этого великого фрактального подобия, все единства существа, бесконечно вечное. Это местный шоколад. Здесь рядом шоколадная фабрика. Это местное вино. Виноградники просто тут. Господи, это какой-то просто, это невероятно вкусно. Я не знаю, как это просто еще. У меня все закончились слова. Очень вовремя я раскрыла еще один секрет стройности французов. Думаю, дело в том, что наша пища сбалансирована. К тому же такие серьезные походы в ресторан у нас случаются не каждый день, а раз в неделю или даже месяц. А еще мы много занимаемся спортом. Охотно верю в это, ведь даже по виноградникам мы передвигались на велосипедах электрических. Но лозы-то все на холмах, а я на велосипеде не то чтобы катаюсь, если не падаю, уже хорошо. Тут говорят, какие-то холмы будем проезжать. Вот тебе карта местности, водичка. И каску, говорит, надень на всякий случай. Ну, как бы, учитывая, как я езжу замечательно на велосипедах, надо не только каску мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, она сама катится. Ой, я поехала сама. Да? Или он мне помогает, или не помогает? Я не понимаю. Французы просто велосипедные фанаты. Они всегда и везде передвигаются на двухколесных. И это не единственный спорт в их жизни. Не, ну в целом я уже поняла, почему жители Лиона такие стройные. Потому что
нормальных плоских дорог здесь очень мало. Ты все время либо поднимаешься куда-то, вот как я сейчас буду подниматься, либо спускаешься. Вверх-вниз, как раз после круассанчиков и после чего-нибудь жирненького. Нормально, самое то. 2 холма, 2 реки посередине города. Это все о Лионе. Рона и Сона сливаются и образуют подобие полуострова в центре города. Вон сколько уже прошло. Спускаться еще тяжелее, чем подниматься. Ну а вот совсем крутые лестницы. И здесь, знаете, так прямо хочется поприседать, сделать нагрузку на ноги. И в зал ходить не надо, удобненько. Лион – это столица шелка, кинематографа и гастрономии. Именно здесь жил и работал знаменитый повар Поль Бакюз, который обновил французскую кухню, предложив менее калорийные блюда. В городе до сих пор работает его ресторан, удостоенный 3 звезд Мишлен, а его образ красуется на лионской фреске – гигантском мурале, на котором изображены самые знаменитые люди города, включая братьев Люмьер и Антуана де Сент-Экзюпери. Это рынок Поля Бакюза. Вот его фотография на входе нас встречает. И знаете, с виду он напоминает наш какой-нибудь гастромаркет, гастромолл, фудхолл. То есть там много разной еды. Здрасте, вот видите, все с пакетами выходят. Там ее продают и готовую, и, конечно же, для того, чтобы французы дома взяли и приготовили овощи, фрукты и много-много чего другого. Пойдемте смотреть, что там есть. Все, что нужно знать о масштабе личности Бакюза для Лиона. Посмотрите, сколько сувениров с его изображением здесь продают. А еще о нем все время говорят. Поль Бакюз говорил, что если ты хочешь хорошо есть во Франции, тебе придется съедать минимум пол-литра сливок и полкило масла. Но это было в 60-х. Ой, я так до сих пор ем. Да и я тоже. Пожалуй, самое популярное блюдо тут – это пате ан крут – мясной пирог. Купить его можно целиком или ломтиками. Но проблема в том, что внутри свинина и фуагра, а я такое не ем. Тут везде есть свинина. Вот здесь и свинина, и фуагра, и орешки, и грибы. Этот пате ан крут у нас самый ходовой. И мне он тоже нравится, так что приезжайте все и попробуйте сами, раз Юлия не хочет. Слушайте, ну это, конечно, какой-то гастрономический рай. Здесь сыры, колбасы, хлеб, выпечка, морепродукты, много вина, много готовой, кстати, еды. Здесь можно прям брать все это, пробовать, есть, дегустировать, брать с собой. Просто такое обилие ароматов, цветов, текстур, людей, кстати, тоже очень много. По рынку водят экскурсии. Только при мне прошло 4 группы: французы, американцы, немцы, которые закупились вином и паштетами, а я нашла себе гигантский зеленый горошек в стручках и 3 варианта сыра. У нас много козьих сыров, местных. Есть вот такие молодые, есть в цветах, это настоящие цветы. И еще рекомендую попробовать мягкий творожный в форме вулкана. Сыры мы попробуем позже, вечером я иду в гости на ужин. Досмотрите до конца, там будет рецепт французского блюда. Вы такое и сами запросто приготовите. Французы любят питаться вне дома, тем более, что в Лионе есть особые заведения общепита – бушоны. Не каждую кафешку можно так назвать. В городе есть ассоциация, которая выдает специальные сертификаты тем ресторанам, которые соблюдают все условия. В меню обязательно лионские блюда, столы должны стоять очень близко друг к другу, мебель нужна деревянная, а скатерти в красно-белую клетку. Воду без газа подают тут, кстати, бесплатно. Ее наливают из-под крана. Все местные так пьют. Вода не хлорируется, поэтому ты не пьешь хлорку и очищается хорошо. Вместе с моей одноклассницей Татьяной, которая уже 3 года живет рядом с Лионом, мы наведались в Бушон. Я взяла лионский обед, и первым мне принесли лионский салат. Слушайте, на самом деле этот салат можно сделать дома. Крутоны, они же сухарики, огурцы, помидоры, листья салата, капустка китайская, бекон, морковка. По-моему, здесь нет ничего особенного в плане каких-то соусов. Но самое смешное, что у меня вот здесь вот хлеб, и мне к этому салату принесли еще хлеба. Традиционно в бушонах готовят кнели из щуки. Это котлетки, приправленные сливочным соусом из раков. Иногда их делают из птицы, телятины, грибов с соусом бешамель. У меня здесь рыба в кнеле, в тесте. Господи, мало же мне теста, я повторяю. С рисом и с овощами. И еще в какой-то интересной подливке. Ничего не понятно, но очень интересно.
Ой, пахнет рыбой, но, знаете, у меня такое ощущение, что тесто здесь все-таки больше, чем рыбы. Это действительно рыбный пирог, в котором рыба с тестом уже перемешана. Очень вкусный соус. Вот это мне прям больше всего нравится здесь. Короче, делаем рыбный фарш, добавляем туда муки, обваливаем это все и запекаем. А потом какой-то вот соус надо еще добавить. Вот с ним вопросики, остальное все мне ясно. А теперь записывайте рецепт французского десерта, диетического и винного. Это готовится по праздникам, на Рождество, на дни рождения. Французы очень любят этот десерт. Делается это очень легко. Берется красное вино, столовое, попроще. Заливается в большую кастрюлю. Туда кидается корица. Желательно, конечно, палочками вот такими скрученными. Несколько штучек гвоздики. Вино закипает. Приправы раскрываются в этом вине. Ну, типа как глинтвейн, наверное, так скажем. После чего груша, уже очищенная от шкурки, опускается в эту кастрюлю. Кипятится немножечко. Все это делают по-разному. Кто-то там может подержать полчаса, кто-то, может подержать и час. Здесь срезали хвостики. Обычно часто подают с хвостиками, чтобы было удобно держать за хвостик и вот так резать. О, а это тверденькое. Мы обычно мягче делали. Я думала, что будет слаще, если честно. Сахар не добавляют, да? Спасибо, что хотя бы это не такое сладкое. Ну, я бы какой-нибудь кислинки сюда добавила. Что-то кисленького хочется сюда. Само вино в ресторане предлагают по бокалам, бутылкам 0,7 или 0,375 или же в леонских горшках. По виду это обычные бутылки, но у них высокое дно. В них наливают вино из коробок типа тетрапака. Закупаются это коробками, на которые есть такой кранчик. И просто из этого кранчика наливается в бутылку. А эти коробки, они очень долго хранятся в холодильнике, неделю спокойно, и не надо ничего затыкать. Это удобно, это выгодно людям, это выгодно закупать ресторанам. И это все расходится очень быстро. Таня знает толк в вине, потому что замужем за виноделом, но к ней я поеду в гости в следующем выпуске. Пока же предлагаю вернуться на винодельню Мишеля Шапутье, потому что там я нашла здоровенные бетонные емкости, в которых вино ферментируют. Интересно, что процесс винификации, то есть и ферментация, проводится вот в таких емкостях. Они сделаны не из стали, они сделаны из бетона. Это сделано специально для того, чтобы бетон немножечко пропускал кислорода. Таким образом, они считают, что лучше процесс происходит. Ну и плюс это натуральное сырье. Белые вина на холме Эрмитаж тоже делают. Виноград сорта Марсан собирают вручную. Здесь растет виноград сорта Марсан. И это кусочек земли, с которого делают одни из самых дорогих вин. Вот представляете, всего 1000 бутылок, и каждая из этой 1000 стоит порядка 800 евро. Ну а вы как хотели? Вот посмотрите, мы находимся в таком месте, что здесь ни один трактор не проедет. Вся работа здесь производится ручками, а ручной труд дорогой. Я попробовала белое с соседнего участка Шанталуэт, и теперь оно тоже среди моих фаворитов. В вине Шанталуэт мы используем виноград с 3 разных участков апелласьона Эрмитаж. Мы как раз находимся на одном из них, в башне, которая изображена на этикетке. Французская классика, она всегда такая, с горчинкой, и с многокомплексностью, с какой-то. Ты вот сначала чувствуешь аромат, потом еще один аромат, потом третий аромат, потом начинаешь пробовать вкус, а там тоже вот какое-то вот полотно одно за другим открывается и открывается. Главный прием пищи любого француза – это ужин. Он начинается часов в 7 и легко может длиться 3 часа. В гостях и все 5. Ужинать я пошла в гости к моему другу Николаю, которого вы уже знаете. Он обещал угостить меня тартифлетом. Сегодня мы будем готовить национальное французское блюдо, называется тартифлет. Что нам понадобится? Всего лишь навсего картошка, собственно, сыр, так и называется тартифлет. Вообще в оригинальном рецепте скорее сыр рюблашон, но с ним тоже есть определенное количество блюд во французской кухне, поэтому для этого блюда изобрели специальный сыр. Он мягкий, можно менять на бри,
но это будет уже не совсем, конечно, оригинал. И можно еще на камамбер тоже, как замену. В оригинальном блюде, конечно же, бекон и прочее мясо, но поскольку сегодняшний ваш повар мясо не ест, у нас будут грибы. Теперь запоминайте или записывайте, можете поставить на паузу и пересмотреть. Вам понадобится картофель, бекон или грибы, как у нас, мягкий сыр, сливки, вино, лук, чеснок, конечно же, перец и соль. Секрет рецепта в том, что вы привыкли запекать картошечку сразу, ну ладно, не все, но многие, а мы ее сначала отвариваем для тартифлета. Тартифлет очень нежное блюдо. Грибы обжариваем вместе с луком и чесноком. Юль, налей, пожалуйста, нам бокальчик. Я? Да ё-моё. Ну, как где вино, сразу Юля. Так. Это тоже мне. Спасибо, все, можешь идти снимать дальше. А тебе немного 2 бокала-то сразу? Выкладываем все слоями, заливаем сливками и отправляем в духовку на полчаса. Первый слой картошечка. Второй слой бекон, он же наши грибы, обжаренные с луком, чесноком и в белом вине сухом. И третий слой это сыр тартифлет. И так можно сделать 2 раза. Попробуйте приготовить это блюдо дома и напишите, как оно вам. Слушай, оно жирненькое. Да. Оно очень жирное, потому что там сыр, сливки. И что, и это на ночь французы едят, да? Конечно. И с утра как? Багетик, на ночь сливки с сыром. У меня вопросики. А как они не жиреют? Бегают. От кого? От калорий. Я бы такое предпочла есть на завтрак. Потому что это прям очень серьезное, сытное, очень сытное блюдо. И, кстати, очень хорошо мне нравится, как оно с шардоне сочетается. Может быть, секрет его сочетаемости с шардоне, то, что в нем тоже есть шардоне? Ешьте тартифлет с тем вином, которое вы добавляли в тартифлет. Вообще, багет сюда подошел бы хорошо, конечно. Ну, куда еще багет? Он бы разбавил. Понятно, что разбавил? Картошка тоже углеводы, но вот этот вот именно жир, ну, такую вот влажность насыщенную. Багет бы разбавил. Багет бы очень разбавил. Багет бы тут добавил. Завершили мы свой ужин сырами, которые я купила на рынке Бакюза. Как вам такой вариант десерта? Французы так часто делают. Итак, теперь мы знаем, как стать гурманами. Смешиваем текстуры, температуры, ароматы, вкусы. А чтобы есть и не толстеть, завтракаем, обедаем и ужинаем строго в одно и то же время. Причем маленькими порциями и каждый день занимаемся любимым спортом. И главное, делаем все с удовольствием. Это, впрочем, не спасло меня от лишних кило. После 2 недель во Франции я набрала 3 килограмма и много сладких воспоминаний. Чтобы их у нас с вами было еще больше, поддержите канал, ссылку на донаты оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на Минвин, впереди выпуск «В гостях у французского винодела». Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, а еще перешлите его друзьям, пусть они тоже становятся гурманами, как и мы с вами. А еще не забывайте, что на самом деле хорошо там, где мы есть. Пока!